Когда мы прекращаем сопротивляться истине, мы освобождаем свою энергию от борьбы с ней. Это первый шаг к признанию. Мы позволяем существовать тому, что есть. На энергетическом уровне это приводит к расслаблению, снятию блоков и повышению жизненной энергии. Хотя физически мы все находимся в одном мире, в ментальном плане каждый из нас живет в своей уникальной реальности, наполненной определенными представлениями и их последствиями. То, что происходит вокруг, является лишь отражением нашего внутреннего мира. Наше благополучие зависит не только от внешних обстоятельств, но и от того, как мы выбираем воспринимать окружающий нас мир. В психологии существует концепция пирога счастья, которая иллюстрирует, из чего складывается это состояние. Согласно этой модели, 40% нашего счастья определяются нашим мировоззрением. То, как мы смотрим на мир, напрямую влияет на наши ощущения от жизни. Мы осознанно выбираем, на что обращать внимание: на негатив, усиливая его влияние, или на позитив, наполняя свою жизнь радостью. Таким образом, наблюдатель влияет на наблюдаемый объект. И мы, выбирая фокус наших мыслей и чувств, существенно изменяем свою реальность. Изменение нашей точки наблюдения – это ключ к тому, как мы воспринимаем мир и свою жизнь. Как правило, все, что вы думаете о себе, это ложь, которую вы усвоили от окружающих. Вы воспринимаете себя лишь как плоть и кости, тело с мозгом, единое целое, движущееся по жизни. Но это первая ложь, от которой вам следует избавиться, ведь истина заключается в том, что вы не просто одно тело. Вы состоите из 4. 4 слоя реальности, 4 измерения сознания, наложенные друг на друга, как скрытые шестеренки сложной машины. Если вы не понимаете, как эти тела взаимодействуют, вы будете постоянно чувствовать себя застрявшим, сражаясь с невидимыми силами, которые истощают вас, лишают мотивации и отключают от вашей истинной силы. Давайте разберем это подробнее. Ваше физическое тело – это ваша плоть, ваш сосуд, часть вас, существующая в материальном мире. Но это лишь поверхность. Ваше эмоциональное тело – это невидимая сила, которая управляет вашими реакциями, вашей энергией, вашей способностью привлекать или отталкивать опыт. Далее идет ваше ментальное тело – архитектор, формирующий ваше восприятие, контролирующий то, во что вы верите, что возможно, а что нет. И, наконец, ваше духовное тело – это часть вас, соединяющаяся с высшими измерениями, хранящая чертеж вашего истинного потенциала. Проблема в том, что большинство людей живут в полном хаосе. Их разум хочет одного, их эмоции жаждут другого, их тело функционирует на автопилоте, а дух едва пробужден. Неудивительно, что люди чувствуют себя потерянными и испытывают трудности в реализации своих желаний. Секрет в том, что никому не нужно, чтобы вы это знали. В тот момент, когда вы соедините эти 4 тела, вы станете неудержимыми. И в этом видео мы расскажем, как это сделать. Подумайте, почему вы чувствуете себя запертым в циклах, из которых не можете выбраться. Почему вы повторяете одни и те же шаблоны снова и снова, независимо от того, как сильно пытаетесь изменить свою жизнь? Почему некоторые люди, кажется, без усилий достигают успеха, в то время как другие бесконечно борются? Ответ прост. Вас научили жить лишь в физическом мире. Однако физическое составляет лишь четверть от всей реальности. Это не просто философия или эзотерика, это механика самой реальности. Но будьте осторожны. Как только вы это увидите, изменить свое восприятие будет невозможно. Вы поймете, почему большинство людей живут в состоянии сна, почему они заперты в иллюзиях, о которых даже не догадываются, и почему мир вокруг вас не такой, каким кажется. Вас обманывали на протяжении всей жизни. Вам говорили, что вы — это лишь физическое тело.
Это величайшая ложь из всех. Из-за нее вы провели свою жизнь, функционируя лишь на четверть своей истинной мощности. Подумайте, почему мысли ваши влияют на ваше тело, почему эмоции порождают физические болезни, почему духовные переживания кажутся более реальными, чем сама жизнь. Истина проста. Вы не одно тело, вы 4. Физическое тело — это земля, это ваш сосуд, механизм, который перемещает вас по этому миру. Эмоциональное тело — это вода, это энергетическое поле, ваши подсознательные паттерны, невидимая сила, формирующая вашу реальность. Ментальное тело — это воздух, это ваши мысли и убеждения, невидимый скульптор вашего восприятия. Духовное тело — это огонь, это эфир, жизненная сила, ваша связь с источником, недостающий ключ к вашей истинной силе. Эти 4 тела постоянно взаимодействуют и влияют друг на друга. Если они не в гармонии, ваша жизнь погружается в хаос. Представьте себя как сложную систему. Ваше физическое тело — это основа, каркас, на котором все строится. Ваши эмоции — это энергия, которая питает каждое ваше действие. Ваши мысли — это программы, которые запускают процессы, формирующие вашу реальность. А ваш дух — это управляющая система, связывающая все с высшим разумом. Теперь представьте, что у вас есть новая музыкальная система, но она не подключена к источнику питания. Будет ли она работать? Нет. А если ее программное обеспечение повреждено и полно ошибок? Не имеет значения, насколько качественные компоненты, она не сможет функционировать должным образом. То же самое происходит и с вами, если вы сосредотачиваетесь только на физическом, в то время как ваши эмоции находятся в беспорядке. Если вы стремитесь к позитивному мышлению, но ваше подсознание переполнено травмами. Если вы ищете духовность, но игнорируете свое физическое тело, вы всегда будете чувствовать себя застрявшим и неудовлетворенным. Первое, что нужно сделать — научиться ощущать каждое из ваших 4 тел отдельно, потому что, не зная, где проблема, вы не сможете ее решить. Вот простое упражнение. Найдите тихое место, сядьте удобно, закройте глаза и сделайте глубокий вдох. Сосредоточьтесь на своем теле, обратите внимание на любые ощущения – боль, напряжение или дискомфорт. Затем переключитесь на свои эмоции и спросите себя, что я чувствую в этот момент. Перейдите к своему разуму и наблюдайте за мыслями, которые проносятся в вашем сознании. И, наконец, ощутите свой дух. Чувствуете ли вы связь с чем-то большим или, наоборот, потерянность? Что вы заметили? Где вы ощущаете тяжесть? Где чувствуете блоки? Это станет вашей отправной точкой. Первый шаг к овладению реальностью заключается в том, чтобы понять, где ваша энергия застряла. Давайте посмотрим вокруг. Все в природе следует определенному порядку. Земля вращается вокруг Солнца, Луна проходит через свои фазы, а приливы сменяют отливы. Но эти внешние циклы не отделены от вас. Они отражают то, что происходит внутри вас. Солнце — это не просто горящий шар газа на небе. Это живой символ вашей собственной души. Солнце дает жизнь Земле. Без него ничего не растет. Ваша душа дает жизнь вашему телу. Без нее ваше тело — это просто безжизненная материя. Солнце излучает свет, который формирует мир вокруг него. Ваша душа излучает энергию, которая формирует испытываемую нами реальность. Это скрытое значение древней фразы «как вверху, так и внизу». Все, что вы видите вне себя, это отражение того, что происходит внутри вас. И так же, как Солнце, ваша душа проходит через фазы. 4 сезона Солнца, 4 стадии сознания. Весна — это пробуждение, момент, когда вы осознаете более глубокие истины. Лето — это мастерство, когда ваша душа излучает силу и ясность. Осень — это падение,
когда иллюзии начинают разрушаться и появляются тени. Зима — это темная ночь, когда душа сталкивается со своими самыми глубокими страхами и ограничениями. Думали ли вы, почему люди чувствуют себя уставшими, потерянными или полными энергии в разные времена года? Это происходит потому, что их внутреннее солнце не синхронизировано с их телом. И если вы не согласуетесь с этим естественным ритмом, вы всегда будете чувствовать, что боретесь с чем-то невидимым. Скрытая символика присутствует в языке. Слово «солнце» звучит очень похоже на слово «сын». В английском языке это вообще почти одно и то же. В древних учениях «сын Божий» — это свет мира, ваша душа и солнце вечным образом связаны. Это не случайность. Скрытая символика в языке действительно подчеркивает важность осознания того, как мы общаемся не только с окружающими, но и с самими собой. Древняя мудрость была скрыта в самом языке, потому что когда вы по-настоящему понимаете солнце, вы понимаете себя. Вероятно, вы когда-нибудь чувствовали внезапный прилив энергии в яркий летний день или необъяснимую тяжесть во время долгих темных зим. Это не просто сезонное расстройство. Это потому, что ваше тело, эмоции, разум и дух реагируют на солнечные циклы. И когда вы учитесь синхронизировать энергию своей души с солнцем, ваша реальность меняется. Древние славянские веды содержат знания о синхронизации человека с энергиями природы, особенно с солнечными циклами. Славяне почитали богов, таких как Дождь-бог, связанного с солнцем, и проводили ритуалы в его честь, особенно во время летнего солнцестояния. Сезонные праздники, такие как Купала, символизировали обновление и силу солнца, а зимнее солнцестояние отмечало возвращение света. Славяне использовали астрономические наблюдения для определения времени сева и сбора урожая, что позволяло им гармонично жить с природными циклами. Символика природы, включая тотемы и растения, также играла важную роль в их ритуалах. Мифы и легенды отражали борьбу света и тьмы, подчеркивая влияние солнца на жизнь. Таким образом, наши предки, древние славяне, активно синхронизировали свою жизнь с энергиями природы, используя ритуалы и праздники для поддержания гармонии с окружающим миром. Участие в ритуалах, посвященных Солнцу, помогало наполняться солнечной энергией, что повышало жизненный тонус и общее состояние. Взаимодействие с природой, будь то через праздники или обряды, способствовало снижению стресса и улучшению психоэмоционального состояния. Синхронизация с энергиями природы не только улучшала физическое состояние, но и способствовала эмоциональному и духовному благополучию. Ритуал выравнивания своей энергии и синхронизации с Солнцем. Вот как вы можете зарядить свою душу, используя солнечную энергию. Выйдите на улицу на рассвете или закате. Это самые мощные моменты для выравнивания. Закройте глаза и сделайте глубокий вдох. Почувствуйте тепло солнца на своей коже. Визуализируйте его свет, проникающий в ваше тело, наполняя вас чистой золотой энергией. Установите намерение. Какую энергию вы хотите воплотить сегодня? Поглощайте эту энергию как минимум 5 минут. Позвольте своему телу, эмоциям, разуму и духу синхронизироваться. Делайте это каждое утро, и вы начнете ощущать глубокие изменения. Больше энергии, больше ясности, больше влияния на свою жизнь, потому что Солнце находится не только в небе, оно внутри нас. Далее мы углубимся в 4 тела и то, как они контролируют каждый аспект нашей реальности. Наверняка вас посещали мысли о том, почему одни люди добиваются успеха без усилий, в то время как другие бесконечно борются. Возможно, вы стараетесь думать позитивные мысли, но все равно чувствуете пустоту. Почему некоторые люди годами пытаются исцелиться, но так и не могут вырваться на свободу?
Возможно, нам следует осознать одну простую истину. Вы не являетесь изолированным существом. Вы — часть системы, которая контролируется 4 мощными силами. 4 знака и их связь с 4 телами. Телец представляет физическое тело, вашу основу, здоровье и стабильность. Скорпион представляет эмоциональное тело, вашу глубину, интенсивность и подсознательную силу. Водолей представляет ментальное тело, ваш интеллект, убеждения и высшие знания. Лев представляет духовное тело, вашу волю, огонь и божественную суть. Эти силы постоянно действуют внутри вас, и если одна из них находится не в балансе, вся ваша жизнь будет отражать эту дисгармонию. Почему большинство людей не могут изменить свою жизнь? Это причина неудач людей. Они сосредотачиваются на теле, но игнорируют разум. Они сосредотачиваются на мыслях, но подавляют эмоции. Они стремятся к духовности, но пренебрегают физическим. Каждая неудача в вашей жизни, каждый момент застоя можно проследить до точки этого дисбаланса, потому что ваша реальность контролируется самой сильной силой внутри вас. Если ваш ум хочет успеха, но ваши эмоции настроены на неудачу, вы будете саботировать себя. Если ваш дух пробужден, но ваше тело слабое, вы будете чувствовать себя истощенным и разъединенным. Если ваши эмоции жаждут любви, но ваш ум полон сомнений, вы будете отталкивать то, что желаете. Возможно, вам не нужно больше усилий. Вам нужна гармония. Мы редко анализируем свои отношения с миром. Когда что-то идет не так, как нам хотелось бы, мы часто считаем, что недостаточно старались. На самом деле, гораздо проще изменить фильм, который я смотрю, чем пытаться что-то изменить на экране. Это будет намного быстрее. Подумайте о людях, которые ходят в спортзал каждый день, но все равно чувствуют себя потерянными. Они освоили физическое, но игнорировали духовное. Подумайте о тех, кто медитирует и стремится к просветлению, но при этом беден и нездоров. Они преследовали духовное, но пренебрегали физическим. Подумайте о тех, кто думает позитивно, пишет аффирмации и визуализирует успех, но никогда не достигает его. Они работали над ментальным, но игнорировали эмоциональное. Вот почему, независимо от того, сколько знаний вы приобретаете, если ваши 4 тела не работают вместе, вы останетесь на месте. Если вы хотите взять под контроль свою жизнь, вы должны привести все 4 тела в гармонию. Вот как это сделать? Физическая проверка. Как чувствует себя ваше тело? Что ему нужно? Больше отдыха или больше движения? Эмоциональная проверка. Какие эмоции доминируют на фоне? Страх, вина, радость. Ментальная переработка. Какие мысли крутятся у вас в голове? Соответствуют ли они тому, чего вы действительно хотите? Духовная связь. Чувствуете ли вы связь с чем-то большим, чем вы сами? Живете ли вы с целью? Делайте это ежедневно перед принятием любых важных решений, потому что ваше самое сильное тело всегда побеждает. В следующей части мы посмотрим, как гармонизировать эти энергии, превращая слабости в силы. Большинство людей пытаются убежать от своих проблем. Они борются со своими эмоциями, подавляют свои мысли, игнорируют свою боль. Но секрет в том, что вы не избавляетесь от энергии, вы трансформируете ее. Энергия никуда не девается, она просто переходит в другие формы, которые также имеют силу влиять на нас. Это основа алхимии. Свинец не исчезает, он становится золотом. Боль не исчезает, она становится силой. Страх не растворяется, он становится топливом. Если вы не научитесь трансмутировать свою энергию, она продолжит контролировать вас. И здесь большинство людей терпит неудачу, потому что они пытаются убежать от своего прошлого,
вместо того, чтобы преобразовать его в мудрость. Они пытаются подавить эмоции, вместо того, чтобы превратить их в силу. Они пытаются заставить позитивное мышление, вместо того, чтобы перепрограммировать свое ментальное тело. Пришло время разорвать этот цикл. Шаг 1. Трансмутация ментального тела. Ваш разум – архитектор вашей реальности. Если вы не запрограммируете его, это сделает кто-то другой. И проблема в том, что большинство ваших мыслей даже не являются вашими. Они были заложены обществом, вашими родителями, вашей средой, вашими убеждениями о деньгах, любви, успехе и власти. Они были установлены до того, как вы могли их даже оспорить. Поэтому первый шаг к трансмутации – это обратная разборка вашего программирования. Попробуйте следующую технику. Запишите основное убеждение, которое у вас есть о жизни. Например, деньги трудно зарабатывать. Спросите себя, откуда пришло это убеждение, кто его мне дал. Теперь переверните его. Что произойдет, если я буду верить в противоположное? Например, деньги приходят ко мне без усилий. Повторяйте это, пока это не станет вашей основной мыслью. Именно так мы можем переписать код своего разума, и как только вы измените свое ментальное тело, остальное последует. Шаг 2. Трансмутация эмоционального тела. Большинство людей сохраняют в своем эмоциональном теле необработанную энергию, эпизод с разбитым сердцем, каждую неудачу и каждую детскую травму. Она не исчезает, она застревает, и эта застрявшая энергия становится вашей идентичностью. Именно поэтому вы продолжаете повторять одни и те же шаблоны, одни и те же типы отношений, одни и те же проблемы с деньгами, одни и те же циклы самоосуждения. Но вы можете освободиться от того, что больше не служит вам. Вот мощная техника. Закройте глаза и вспомните болезненное воспоминание. Но вместо того, чтобы подавлять его, вдохните в него. Спросите себя, какую эмоцию я все еще удерживаю. Теперь скажите это вслух. Я освобождаю эту энергию, она больше не определяет меня. Глубоко выдохните и визуализируйте, как она покидает ваше тело. Когда вы делаете это регулярно, вы начинаете очищать эмоциональный груз, который контролировал вас. И как только ваше эмоциональное тело освобождается, ваша внешняя реальность мгновенно начинает меняться. Шаг 3. Трансмутация физического тела. Ваше тело – это основа всей вашей системы. Если оно слабое, все остальное рушится. И все же большинство людей пренебрегают физическим. Они стремятся к просветлению, но едят мертвую пищу. Они гоняются за высшим сознанием, но живут на кофеине и стрессе. Но правда в том, что ваше тело – это ваш подсознательный разум. Что бы вы ни делали с ним, оно запоминает каждый кусок пищи, каждый час сна, каждое движение или его отсутствие. Все это формирует вашу энергию. Попробуйте хотя бы на время исключить мертвую пищу и все, что не имеет жизненной силы. Например, переработанные продукты и фастфуд ослабляют энергию вашего тела. Ежедневно двигайтесь. Ваше тело хранит травму в неподвижности, а движение освобождает ее. Именно поэтому, когда вы испытываете тревогу, беспокойство или грусть-печаль, больше двигайтесь и давайте себе физическую нагрузку. Это может быть даже простая уборка по дому, но это работает. Вода несет чистоту, поэтому то, что вы пьете, влияет на ваши эмоции. Относитесь к своему телу как к храму и наблюдайте, как ваша реальность начинает выравниваться. Шаг 4. Трансмутация духовного тела. Огонь и эфир – это недостающий элемент, потому что без огня духа все остальное – лишь механика. Ваше духовное тело соединяет все. Это ваш источник энергии, ваша жизненная сила, суть того, кто вы есть на самом деле. Если вы чувствуете себя потерянным,
отсоединенным или без ощущения цели, то именно здесь и заключается проблема. Как же укрепить свое духовное тело? Попробуйте методику священного дыхания. Вдыхайте глубоко носом, задержите дыхание на 5 секунд, медленно выдыхайте через рот, чувствуя, как ваша энергия расширяется. Повторяйте в течение 3 минут, визуализируя, как золотой свет наполняет все ваше тело. Делайте это каждое утро и каждый вечер, и наблюдайте, как ваша связь с вашим высшим «Я» укрепляется. Это путь истинного алхимика. Вы не боитесь боли, вы трансмутируете ее. Вы не сопротивляетесь эмоциям, вы используете их. Вы не подавляете мысли, вы перепрограммируете их. Вы не пренебрегаете своим телом, вы наделяете его силой. Вот как вы берете под контроль свою энергию, вот как вы берете под контроль свою жизнь. В следующей части мы откроем еще один секрет – истину о душе и самой Вселенной. Здесь все соединяется. Осознание того, что ваша вся реальность – это проекция вашего внутреннего мира. Мы разрушим иллюзию разделения и покажем истинную природу вашей души. Вы никогда не были отделены ни от мира, ни от других, ни от самой Вселенной. Но с момента вашего рождения вас учили обратному. Вам говорили, что вы – тело, имя, личность, индивидуум, заперт в мире, который существует вне вас. Большая часть воспитания основана на моделировании. Мы подражаем своим родителям и тому контексту, в котором выросли. Если у нас нет здоровой и правильной модели, а лишь бессознательные программы, то именно их мы передаем своим детям. Например, нашим родителям их родители говорили, что жизнь – это постоянные трудности, с которыми нужно бороться. Эта картина мира передавалась нам как сознательно, так и бессознательно, вербально и невербально. Мы выросли в этой парадигме и, не осознавая ее, продолжаем транслировать ее своим детям через привычки, установки и поведение. Однако нам нужно понять совсем другую концепцию, что жизнь – это увлекательная игра, а препятствия в ней – часть удовольствия, ведь их приятно преодолевать. Но секрет в том, что никто никогда не хотел, чтобы вы это узнали. Вселенная не происходит с вами. Вселенная происходит через вас. Скрытый шаблон за реальностью, посмотрите вокруг. Все, что вы видите, каждый человек, каждый опыт, каждая проблема – это зеркало, прямое отражение вашего внутреннего состояния. Если вы живете в страхе, ваш мир будет полон причин бояться. Если вы несете нерешенную боль, вы привлечете людей, которые ее вызывают. Если вы чувствуете изобилие, жизнь отразит это изобилие обратно к вам. Вы не просто участник реальности, вы ее архитектор. И как только вы это увидите, вы никогда не сможете вернуться назад. Финальный сдвиг заключается в том понимании, кто вы на самом деле. Потому что ваше тело – это не то, кто вы есть. Ваши мысли – это не то, кто вы есть. Ваши эмоции – это не то, кто вы есть. Вы – осознание всего этого. Наблюдатель, творец, сама душа. И ваша душа не отделена от Вселенной. Она и есть Вселенная, испытывающая себя через вас. Концепция как внутри, так и снаружи, и квантовая физика уже доказала, что эта реальность не является фиксированной. Она реагирует на наблюдение. Материя не отделена, она связана через энергетические поля. Время и пространство – это иллюзии. Ваше сознание существует за их пределами. Именно поэтому духовные мастера, мистики и древние тексты всегда повторяли одну и ту же истину. Внешний мир – это лишь отражение мира внутреннего. Все, что вы желаете – успех, любовь, сила, свобода – уже существует внутри вас. В тот момент, когда вы внутренне воплощаете это, внешний мир не имеет иного выбора, кроме как отразить это обратно. Это не магия, это не философия, это механика самой реальности.
Упражнение по изменению реальности. Как мгновенно изменить ваш внешний мир. Теперь, когда вы это понимаете, вот что вам нужно сделать. Выберите одну вещь в вашей жизни, которую вы хотите изменить. Это может быть финансовое изобилие, любовь, уверенность, что угодно. Закройте глаза и почувствуйте, каково это, если бы вы уже это имели, не в будущем, а прямо сейчас. Позвольте этой эмоции заполнить каждую часть вашего тела – радость, уверенность, силу. Носите это состояние в своей повседневной жизни не как желание, а как реальность, которая уже существует внутри вас. Смотрите, как ваш внешний мир начинает меняться в ответ. Потому что как только ваш внутренний мир изменится, у внешнего мира нет другого выбора, кроме как следовать за вами. Вы не слабы, вы не потеряны, вы не отделены. Вы сама Вселенная в человеческой форме. Теперь у вас есть два выбора. Вы можете игнорировать это знание и вернуться к жизни, которую имели раньше. Или вы можете принять его и начать жить как Творец, которым вы предназначены быть. И единственный вопрос, который остался – что вы с этим сделаете? Вы дошли до этого момента. Вы начинаете видеть то, что никто никогда не хотел, чтобы вы это знали. Но прежде чем вы сможете полностью войти в свою силу, вы должны преодолеть один последний барьер – программирование, которое контролировало вас с рождения. Подумайте, почему школы никогда не учат вас о вашей энергии, вашей душе или силе вашего разума? Почему религии говорят вам, что Бог отделен от вас, как будто это что-то, чему нужно поклоняться, но никогда не воплощать? Почему общество навязывает и отвлекает, привнося бессмысленные развлечения и постоянный страх? Потому что если бы вы знали правду, если бы вы поняли, что вы создатель своей реальности, вас было бы невозможно проконтролировать. Когда вы появились на свет, вас поместили в систему, созданную для того, чтобы держать вас в неведении. Ваше физическое тело ослаблено токсичной пищей, недостатком движения и искусственной средой. Ваше эмоциональное тело подвергалось манипуляциям через новости, основанные на страхе, травматические переживания и ограничивающие убеждения о любви и самоценности. Ваше ментальное тело было захвачено ложными нарративами, которые определяли, во что вам верить, что возможно и кто вы есть. Ваше духовное тело было полностью изолировано, что заставляло вас искать удовлетворение в материальных вещах, отношениях или внешней валидации, но никогда не внутри себя. Но один из самых больших секретов заключается в том, что эта система функционирует только до тех пор, пока вы продолжаете в нее верить. Поэтому представьте, что вы управляли устаревшей программой, и пришло время переписать код. Перепрограммируйте свое физическое тело, машине необходимо обновление. Ешьте продукты с высокой вибрацией, живую, органическую и необработанную пищу. Движение – это активация. Ходите босиком, делайте растяжку, тренируйте свое тело. Это пробуждает вашу спящую энергию. Свет – это энергия. Солнечное воздействие заряжает ваши клетки, поднимает дух и очищает разум. Перепрограммируйте свое эмоциональное тело, освободите зажатую энергию, простите всех и разорвите токсичные связи. Если вы держитесь за боль, она будет повторяться в разных формах. Управляйте своими реакциями. Ваши эмоции – это энергия. Используйте их как инструмент, а не как оружие против себя. Найдите свой эмоциональный шаблон и определите, с какими эмоциями вы запрограммированы. Стыд, страх, вина. И трансмутируйте их. Перепрограммируйте свое ментальное тело. Возьмите под контроль свой разум. Прекратите потреблять контент низкой вибрации. Ваши мысли формируются тем, что вы смотрите, читаете и слышите. Напишите свою собственную систему убеждений,
Сядьте и запишите, во что вы выбираете верить о себе и реальности. Измените свой внутренний диалог. Мысли – это команды. Если ваш разум негативен, ваша жизнь будет негативной. Перепрограммируйте свое духовное тело. Соединитесь со своим бесконечным «Я». Уберите лишний шум. Истинная духовная сила приходит, когда вы слушаете внутренний голос. Активируйте свою жизненную силу. Дыхательные практики, медитация и визуализация – это ключи к раскрытию вашей истинной сущности. Вспомните, кто вы есть. Вы не отделены от Божественного. Вы – расширение источника, сознательный Творец в человеческой форме. Система рушится, когда вы больше не подчиняетесь ей. Мир, в котором вы жили, был построен, чтобы держать вас в неведении. Законы физики изгибаются, когда вы учитесь управлять энергией. Правила общества рушатся, когда вы понимаете, что они были созданы для контроля, а не для свободы. Ограничения, в которые вы верили, исчезают, как только вы решаете, что их больше нет. Теперь вы можете полностью войти в свою силу и начать жить как пробужденный Творец, которым вы предназначены быть. Как только вы перепрограммируете свои 4 тела, вы больше не существуете внутри этой системы. Если вы действительно понимаете все, что обсуждалось, вы начнете видеть более широкую картину. Вы не просто человек, не просто энергетическое поле и не просто душа. Вы фрагмент бесконечного разума, который создает миры. Сила, создающая галактики, рождающая звезды и удерживающая ткань реальности вместе, находится внутри вас. Код Бога. Вселенная внутри вас. Каждая древняя цивилизация знала это и закодировала в символах, мифах и священных текстах. Но со временем это знание было подавлено, похоронено и искажено. Возможно, кто-то пытался скрыть эти знания. Возможно, предыдущая цивилизация была разрушена каким-то событием, о котором мы не знаем, и поэтому мы получили лишь фрагменты знаний о себе и нашей реальности. Наша цивилизация начинает познание заново, опираясь лишь на остатки знаний, доставшиеся нам в урезанном виде. Слишком много необъяснимых вещей вокруг, и никто из ученых не может ответить на эти вопросы. Кто это создал, как, кем и для каких целей. Солнце представляет вашу душу, вечный источник жизни внутри вас. Луна представляет ваши эмоции, изменяющиеся приливы вашего подсознания. Земля представляет ваше тело, храм, через который вы испытываете реальность. Звезды представляют ваш разум, бесконечный потенциал мысли и творения. Все внешнее — это зеркало внутреннего. Вот почему астрология работает, почему энергия влияет на материю и почему ваши мысли материализуются в реальность. Как только вы активируете эту истину внутри себя, вы больше не ждете чудес. Вы создаете их. Произнесите и перенесите реальность в существование. Ваши слова — это заклинания, используйте их намеренно. Говорите утверждение «я есть» ежедневно. Визуализируйте с уверенностью, а не с надеждой. Чувствуйте реальность, которую вы желаете, как будто она уже существует. Это заставляет Вселенную соответствовать вашей чистоте. Управляйте своей энергией. Вместо того, чтобы реагировать на жизнь, начните направлять свою энергию осознанно. Куда направляется ваше внимание, туда течет энергия. Овладейте силой тишины. Самые могущественные существа не гонятся, они выравниваются. Научитесь быть в тишине и командовать реальностью из своего присутствия. Живите как источник, а не как искатель. Прекратите искать ответы вне себя. Вы — это сам ответ. Как только вы разблокируете свой внутренний код Бога, реальность меняется.